Некоторые не доводят, некоторые рисуют какие-то страшные штуки здесь, как у клоуна. То есть мы должны сводить все очень аккуратно. Смотрите, когда мы фиксируем эскиз на губах, мы всегда начинаем с самого сложного. Самое сложное у нас это арка. Ее никогда нельзя терять, потому что там кожа, на которой ложится плохо пигмент, во-первых, а во-вторых, там самое неприятное болезненное место. И плюс еще третий вариант, это когда мы начинаем фиксировать отсюда или отсюда. Мы ставим пальцы и теряем вот это место, ну, то есть неудобно натягивать. Поэтому мы всегда начинаем с арки, с серединки. Сначала на себя. Пальцы ставим так, чтобы губа не растягивалась, а просто чуть-чуть выворачивалась и создавалась ровная поверхность. То есть не меняем эскиз по форме. Мелкими штрихами. Так же, как и брови, начинаем от контура самое большое количество штрихов. Первый блок, помните? 60 штрихов. Второй блок у нас чуть-чуть меньше штрихов, примерно 20-30. Начинаем именно от контура, чтобы не потерять его, то есть сверху вниз двигаемся всегда. Когда мы прошли первый блок, отступаем половину и делаем второй блок. Мы отступаем половину и начинаем штриховать. Где-то 2 мм от контура, от верхней линии и вниз, это основное количество штрихов. Сейчас у нас задача не прокрасить плотно, а просто закрепить эскиз. И также повредить кожу, чтобы анестезия сработала, и вы могли уже спокойно работать после. Очень аккуратно работаем вот здесь на изгибе, чтобы ничего не потерять. Так как анестезии у нас нет, клиент вам просто не даст заглубиться, так как ему просто больно. Если вы очень глубоко будете работать, вы это поймете. Когда закрепили арку одну, переходим на вторую. Так как вот эти места на губах, которые уходят в уголок, очень легко прокрасить и не потерять в процессе. Голову кладете так, чтобы вам было удобно. Снова немного натягиваем кожу, выпрямляем. Штрихи на себя. И делаем абсолютно то же самое, только в другую сторону. Обязательно соблюдайте правила блоков. То есть вы выдвигаетесь на половину блока. Когда мы закрепили всю арку, нам нужно проверить, как лег пигмент. Вот мы закрепили 2 половинки. Теперь мы останавливаемся, берем ватную палочку, отжимаем ее, делаем остренькой, чтобы она была не слишком мокрой. И ей проверяем, как у нас лег пигмент в нескольких местах. В том месте, где мы не можем потерять. То есть не уголок, не ямка, а то место, которое ровное. Обязательно нужно тереть чистой ватной палочкой, чтобы не было у вас грязи, чтобы все было аккуратно, и чтобы вы могли, если не закрепили эскиз, вернуться и закрепить его снова аккуратно. И не потерять его. Очень частый вопрос у мастеров, как закрепить вот эту часть, когда чуть-чуть приоткрыт рот, вот эти уголки свести. Потому что многие очень спорят всегда, и не знаю, некоторые не доводят, некоторые рисуют какие-то страшные штуки здесь, как у клоуна. То есть мы должны сводить все очень аккуратно. Немножко придавливаем пальцем, чтобы вывернулась губа, и закрепляем эту линию таким же образом, как и все губы, ну, как арку перед этим закрепляли. Также выдвигаемся на половину блока. То есть, когда мы закрепляем штрихами, мы не создаем контур. И в этом самый плюс этой техники. Теперь мы дошли до уголка. Мы можем немножко его как бы растянуть и вывернуть. Да. И у вас видно все окончание, видите? Мы его закрепляем, и потом, когда закрепили, попросим клиента чуть-чуть приоткрыть губы и посмотреть, как он у нас зафиксирован. Вот, видите, до самого конца. Точно так же на нижнюю губу переходим. В этом месте кожа такая, в которой еще хуже ложится пигмент, в самых уголках. Поэтому рекомендую вам проверить, как тут лег пигмент.
Также аккуратно протираем, чтобы не создать грязь. И переходим на нижнюю губу. С нижней губой у нас немножко по-другому. Здесь нужно ставить пальцы так, чтобы вам было удобно, немножко растягивая. Нижнюю губу как мы закрепляем? Мы немножко оттягиваем кожу, ставим палец вот сюда, чтобы у вас была ровная поверхность. И такими же движениями снизу вверх теперь уже закрепляем. Такими же фиксирующими движениями, штрихами, не линией, не контуром. За счет того, что мы фиксируем эскиз пудрой, мы можем смело поставить палец сюда и не размазать эскиз, видите? Да, если мы поставим руки на пигмент, то, конечно, мы все размажем. Но так как на верхней губе у нас пигмент уже подсох, ничего страшного. Главное, на свежий не ставить. Когда мы закрепили эскиз, мы всегда сажаем клиента и смотрим симметрию. Очень важно проверять по симметрии нижнюю линию губы, чтобы верх и низ сходился в одном месте на обеих сторонах. И очень важна вот эта арка наша, потому что очень часто мастера, сидя сбоку, делают одну губу более такой пологой, а другую более маленькой, такой остренькой. Мы всегда проверяем, смотрим, можно сюда нажать на серединку губы и посмотреть, как сходится. Прям это скажи, место. Вот Длина вот этих уголков на арке, она должна быть одинаковая. Можно прямо ее замерить, если вы не видите так. Потому что очень часто у многих мастеров именно вот эта ошибка самая распространенная, когда теряют вот длину этой части и этой. Получается у нас кривые губы. Ну и получается перед началом плотного прокраса и проработки всех губ мы обязательно садимся и всегда смотрим симметрию. Всегда. Это очень важно. Перед тем, как нанести анестезию и приступить к плотному прокрасу, мы всегда должны вставить между губ и зубов ватный диск. Вам неудобно, когда анестезия затекает в рот, у клиента обезболивается язык и горло. Вам неудобно, потому что слюни могут вытекать, как бы это смешно ни звучало. Может быть запах изо рта, может быть все что угодно. Вставляете ватку и всем хорошо, и клиенту, и вам. Также ватный диск помогает натягивать, распределять равномерно все губы. Сейчас я вставлю и покажу, как это выглядит. Мы просим клиента не открывать зубы, просто лежать расслабленно и сами его вставляем таким вот образом. Не очень приятно выглядит, но очень действенно. То есть мы равномерно распределяем ее там, она у нас вывернула немножко губы, вам не надо вот так выворачивать их, они уже вывернуты с помощью ватки. Вот, у нас полностью слизистая вся видна, смотрите. Ничего не затекает в рот, зубы не будут все в пигменте, у нас идеально натянутая кожа на губах практически. То есть наша задача только поставить пальцы и прорабатывать.